Если вы до сих пор думаете, что Сандроны это просто холодная предвестница Фатуй, которая любит роботов и терпеть не может Доторы, то после этого видео ваше мнение, скорее всего, изменится. Потому что ее история оказалась совсем не такой, как многие ожидали. Эта история не о злодее, а о существе, которое всю жизнь пыталось понять, что значит быть человеком. И, кстати, пока мы не начинаем, напишите в комментариях, когда именно ваше мнение о Сандроне изменилось. После первого появления, после сюжета Нордкрая, или после того, как раскрыли ее прошлое. Мне будет интересно почитать ваши ответы, а также комментарии очень помогают алгоритмам YouTube показывать ролики другим зрителям. И если вам нравится подробный разбор лора Genshin Impact без лишней воды, то подписывайтесь на канал. А теперь давайте разберем всю историю Сандроны с самого начала. На самом деле настоящее имя Сандроны Марионетта Гильотен. И что интересно, изначально она вообще не человек. Ее создал величайший инженер Фонтейна Ален Гильотен. Тот самый ученый, которого многие считают одним из самых выдающихся изобретателей в истории Тейвата. Но создавал он ее вовсе не для того, чтобы получить идеального помощника. У Алена была сестра по имени Мэри Энн, и после ее смерти он долго не мог смириться с потерей. Именно поэтому он решил создать новую искусственную жизнь. Сначала кажется, что Марионетта должна была стать заменой его сестры. Даже ее имя специально выбрали так, чтобы оно напоминало имя Мэри Энн. Но произошло неожиданное. Когда кукла впервые открыла глаза и спросила, как зовут ее создателя, Ален вдруг понял, что перед ним не копия прошлого. Перед ним родилась совершенно новая личность. И в этот момент он отказался от своей первоначальной идеи. Он решил, что Марионетта не должна жить чужой жизнью и не обязана быть заменой кому-либо. Она должна сама выбрать, кем стать, какое имя будет носить и какой путь пройдет. Именно поэтому Ален никогда больше не называл ее Марионеттой вслух. Для него она уже была не механизмом и не памятью о сестре, а абсолютной дочерью. После своего создания Марионетта начала буквально изучать мир с нуля. Ее интересовало абсолютно все. Почему люди улыбаются, почему грустят, почему цветы растут именно так, зачем вообще нужны самые обычные вещи. Причем вопросы были не только сложными, иногда она могла неожиданно спросить что-то совсем бытовое. Например, почему картошку нужно нарезать определенным образом перед приготовлением, или как вырастить самые красивые цветы на подоконнике. Для нее все вокруг было новым. Ответы на многие вопросы она находила довольно быстро. Достаточно было немного понаблюдать или чему-нибудь научиться. Но были вопросы, на которые не мог ответить даже сам Ален. Именно тогда Марионетта поняла, что даже такой выдающийся ученый знает далеко не все. При этом их отношения постепенно менялись. Сначала она вообще не понимала своего создателя. Ее раздражало, что он постоянно что-то терял. Оставлял бумаги, где попало, и был ужасно неорганизован. В какой-то момент она даже сказала ему прямо: «У тебя полный беспорядок. Все вещи лежат не на своих местах, а записи разбросаны по всей комнате». И что удивительно, Ален совсем не обиделся. Наоборот, он только рассмеялся. Оказалось, точно так же и когда-то его ругала родная сестра Мэри Энн. Постепенно Марионетта начала замечать и другие стороны его характера. Она видела, с каким увлечением он работает над своими изобретениями, с каким интересом объясняет ей сложные инженерные идеи, как может часами рассказывать истории о старом Фонтейне, своих друзьях и событиях прошлого. И однажды она поймала себя на мысли, что ей просто нравится проводить с ним время. Через какое-то время она решила сказать ему то, чего сама раньше никогда бы не произнесла. «Кажется, раньше я ошибалась. Ты очень хороший отец». Для человека эти слова могли показаться обычными, но для Марионетты они значили очень многое. Она только начинала понимать человеческие эмоции. Она еще не умела правильно различать все чувства, но уже замечала, как меняется лицо Алена, когда она счастлива. После этих слов он просто улыбнулся. А она долго пыталась понять, почему у него даже появились слезы. Для нее это было еще одной загадкой человеческой природы.
Но именно в этот момент стало окончательно понятно, что между ними больше нет отношений создатель и механизм. Они стали настоящей семьей. Именно тогда Ален начал не просто обучать Марионетту, он начал готовить ее к самостоятельной жизни. Он постоянно приносил ей пустые блокноты и просил записывать свои мысли. Сначала она почти сразу выбрасывала их, ей казалось, что в этом нет никакого смысла. Но однажды она все-таки решила оставить один блокнот. И именно с него началась привычка записывать все, что она узнает о мире. Очень скоро Ален понял, что способность Марионетты намного превосходит его ожидания. Она училась невероятно быстро. Она анализировала информацию, делала собственные выводы и постоянно искала новые знания. Поэтому Ален создал для нее еще одного помощника – огромного механического автоматона по имени Полония. На первый взгляд может показаться, что Полония был обычным роботом, но на самом деле его задача была куда сложнее. Он создавался как машина, способная рассчитывать неизвестное. Правда, сам Ален честно признавался, что даже не знает, что именно означает это самое неизвестное. Тогда никто из них еще не понимал, насколько важную роль Полония сыграет в жизни Марионетты спустя много лет. Но счастливая жизнь не могла продолжаться вечно. Шли годы. Ален становился все старше, и однажды Марионетта впервые столкнулась с тем, чего раньше никогда не понимала – со смертью. Сначала все происходило постепенно. Ален начал все чаще болеть и почти перестал выходить из дома. Если раньше он сам ходил по делам, то теперь этим занималась Марионетта. Она покупала все необходимое, приносила книги, рассказывала ему последние новости и просто проводила рядом почти все свое время. Она еще не до конца понимала, что происходит. Ей казалось, что Ален просто устал, но день за днем он становился все слабее. В текстах есть очень тяжелый момент. Марионетта сидела рядом с его кроватью и слышала, как ему становится все труднее дышать. Она постоянно ловила себя на одной и той же мысли. Это его последний вздох? Но проходило несколько секунд, и он снова начинал дышать. Так повторялось снова и снова, и каждый раз она надеялась, что все еще обойдется. Однажды Ален неожиданно открыл глаза и сказал: «Кажется, на этот раз я действительно был близок». Марионетта не поняла, что он имел в виду. Тогда он объяснил. Он сказал, что все это время словно тренировался умирать. Фраза странная, но очень человеческая. Он уже понимал, что его жизнь подходит к концу, и постепенно смирился с этим. А потом Марионетта задала вопрос, который мог задать только человек. Или тот, кто только учился быть человеком. «А я буду рядом с тобой там?» Ответ Алена оказался очень важным. Он сказал: «Нет, тебе туда еще рано. У тебя впереди очень долгая жизнь». А затем он добавил еще одну мысль, которая позже полностью изменила жизнь Марионетты. Он сказал, что смерть – это не самое страшное. По-настоящему страдают не те, кто уходит, страдают те, кто остается. В тот момент Марионетта еще не понимала этих слов, но совсем скоро ей пришлось понять их на собственном опыте. Перед самой смертью Ален попросил ее выполнить несколько последних просьб. Во-первых, уничтожить все его научные записи. Он боялся, что после его смерти кто-нибудь воспользуется его исследованиями не во благо. Марионетта согласилась. Но прежде чем сжечь их, она прочитала каждую страницу. Она не хотела, чтобы знания человека, которого считала своим отцом, исчезли бесследно. Во-вторых, Ален попросил его позаботиться о Полонии. Он понимал, что огромный механизм вряд ли сможет нормально работать без постоянного обслуживания, поэтому попросил передать его в научно-исследовательский институт Фонтейна. Но Марионетта решила иначе. Она не захотела расставаться с тем, кто тоже был частью их семьи. Поэтому оставила Полонию рядом с собой и продолжила самостоятельно заботиться о нем. А перед самым концом Ален сказал еще одну фразу: «Иди и найди свое собственное желание». Эти слова поставили Марионетту в тупик. Желание? Она не понимала, о чем он говорит. У нее не было мечты, не было цели. Вся ее жизнь до этого момента была связана только с одним человеком. И когда его не стало, она вдруг поняла, что осталась совершенно одна. Позже Марионетта сказала очень простую, но сильную фразу: «Теперь моя очередь учиться жить».
Именно с этого момента заканчивается история Марионетты, дочери великого инженера, и начинается история Сандроны. После смерти Алена жизнь Марионетты снова остановилась. Каждый день был похож на предыдущий. Она по привычке выходила за продуктами, ухаживала за садом, занималась Пулонией. А потом вспомнила, что человека, ради которого все это делалось, больше нет. Она продолжала разговаривать с пустым домом. Иногда ловила себя на мысли, что вот-вот услышит голос Алена из соседней комнаты. Но дом молчал. Единственное, что осталось после него, это знание и его последняя просьба – найти собственное желание. Вот только Марионетта совершенно не понимала, как это сделать. В какой-то момент она даже сказала себе: «Я ничего не хочу». Но чем дольше она повторяла эти слова, тем сильнее понимала, что это неправда. На самом деле она просто никогда не жила ради себя. Всю жизнь она училась, потом помогала Алену, потом заботилась о нем. И только когда его не стало, впервые задумалась: а чего хочу именно я? Ответ пришел далеко не сразу. Она постепенно понимала одну вещь. Ей нравилось исследовать, разбирать сложные механизмы, искать закономерности, решать задачи, на которые еще никто не нашел ответы. И именно тогда исследования стали смыслом ее жизни. Спустя некоторое время судьба приводит ее в Снежную. Там ей предлагают работу, которая идеально подходит ее способностям. Так Марионетта становится одной из предвестниц Фатуй. Именно тогда появляется имя, которое знает весь Тейват – Сандроны. И интересно, что, несмотря на репутацию Фатуи, сама Сандрона никогда не выглядела человеком, которому нравится причинять страдания ради удовольствия. Да, она очень холодная, очень прямолинейная и совершенно не терпит глупость. Но ее главная цель всегда оставалась одной и той же – исследование. Именно поэтому царица дала ей практическую полную свободу заниматься технологиями и автоматонами. Со временем именно Сандрона становится человеком, который отвечает за огромное количество механических разработок Фатуй. Более того, именно ей приписывают создание современных Катерин. Да, тех самых секретарей гильдии Искателей Приключения, которых мы встречаем абсолютно в каждом регионе. Получается довольно забавная ситуация. Большинство игроков каждый день разговаривают с изобретением Сандроны, даже не задумываясь об этом. Но была еще одна причина, по которой она осталась Снежной. Со временем она неожиданно поняла, что это место стало для нее вторым домом. И однажды она поймала себя на странной мысли. Что вообще такое дом? Это место, где ты родился? Место, где тебя ждут? Или место, где действительно нужен ты? Этот вопрос снова заставлял ее задуматься о словах Алена. Возможно, смысл жизни не появляется сам по себе. Возможно, человек создает его своими собственными решениями. И именно тогда Сандрона окончательно перестала быть той маленькой девочкой, которая искала ответы у своего создателя. Теперь ответы ей предстояло искать самостоятельно. Со временем у Сандроны появилась репутация одного из самых неприятных предвестников. Она редко улыбается, не любит долгие разговоры, практически всегда говорит прямо. И если кто-то мешает ее работе, она не станет подбирать вежливых слов. Но если посмотреть на ее историю целиком, становится понятно, что за этой холодностью скрывается совсем другой человек. После смерти Алена она практически полностью ушла в исследование. Для нее работа стала способом не думать о том, что произошло. Именно поэтому большинство окружающих видели только строгого инженера, которому интереснее разговаривать с машинами, чем с людьми. Но даже среди предвестников были те, с кем у нее сложились довольно необычные отношения. Например, Коломбина. На первый взгляд кажется, что Сандрона ее буквально терпеть не может. И если почитать их диалоги, такое впечатление действительно складывается. Коломбина могла бы без предупреждения прийти к ней в комнату, следовать за ней буквально целый день, молча сидеть рядом, пока Сандрона работает. Или вообще лечь спать на ее кровати так, будто это совершенно нормально. Любого другого человека подобное быстро вывело бы из себя, и Сандрона не была исключением. Она постоянно ворчала, пыталась выгнать Коломбину из комнаты, обещала в следующий раз выставить ее за дверь. Даже говорила Апулонии не пускать ее внутрь, но каждый раз происходило одно и то же. Стоило Коломбине посмотреть на нее своими наивными глазами или просто искренне поблагодарить за помощь, как Сандрона моментально теряла весь свой боевой настрой. Есть даже забавный момент.
Однажды Сандроне принесла ей чай. Но чтобы не показывать свою заботу, соврала, будто это сделала Полония. Коломбина спокойно ответила: «Спасибо, Полония». И Сандроне почему-то стало еще более неловко. Она и сама не могла объяснить, почему вообще решила скрыть, что чай принесла именно она. Наверное, потому что после смерти Алена ей стало трудно открыто показывать свои чувства. Но именно Коломбина постепенно начала менять ее. Она словно постоянно напоминала Сандроне о той самой марионете, которая когда-то искренне исследовала мир и людей. В какой-то момент Сандроне даже ловила себя на мысли: «Когда-то я была такой». Именно тогда она впервые начинает понимать, что все это время не жила собственной жизнью. Она все еще пыталась соответствовать памяти Алена, все еще работала без остановки, все еще считала, что исследование важнее всего. Но слова своего приемного отца она так и не выполнила. Она до сих пор не нашла собственное желание. И, пожалуй, именно Коломбина стала первым человеком после Алена, который заставил Сандроне снова задуматься не о формулах и механизмах, а о самой себе. Именно поэтому их отношения нельзя назвать обычной дружбой. Скорее, Коломбина постепенно возвращала Сандроне ту часть личности, которую она сама давно похоронила вместе с Аленом. Несмотря на все изменения, Сандроне так и не перестала искать ответы. Просто со временем эти вопросы стали другими. Если раньше ее интересовало, как устроены механизмы, то теперь все чаще она задумывается о людях. Почему человек готов рисковать собой ради других? Почему кто-то продолжает бороться, даже понимая, что почти наверняка проиграет? Почему чувства иногда оказываются сильнее логики? Когда-то такие поступки казались ей совершенно бессмысленными. Теперь же она все чаще ловит себя на мысли, что начинает их понимать. Именно поэтому события в Нордкрай стали для нее настоящим испытанием. Там ей снова пришлось выбирать. Не между правильным и неправильным, а между тем, что выгодно, и тем, что на самом деле считает правильным. Это уже совсем другая Сандроне, не та кукла, которая просто выполняла программу. Не тот исследователь, который видел в людях только объекты для наблюдения. Теперь перед нами человек, который сам принимает решения и готов нести за них ответственность. Наверное, именно здесь лучше всего видно, насколько сильно на нее повлиял Ален. Когда-то он сказал ей найти собственное желание, и только спустя много лет она наконец поняла, что он имел в виду. Желание – это не цель, которую кто-то дает тебе. Его нельзя записать в программу, нельзя получить как приказ. Его можно найти только самому. И именно это постепенно пришлось сделать Сандроне. Она перестала жить прошлым, перестала пытаться стать идеальной машиной. И наконец позволила себе быть собой. Возможно, именно поэтому ее история получилась одной из самых необычных среди всех предвестников Фатуй. Потому что большинство из них начинали как обычные люди и постепенно становились все более жестокими. А путь Сандроне оказался почти противоположным. Она родилась механизмом, но с каждым прожитым годом становилась все более человечной. Не потому, что кто-то научил ее испытывать эмоции, и не потому, что внутри нее записано правило поведения человека, а потому, что рядом оказался человек, который относился к ней не как к изобретению. Для Алена она всегда была дочерью, и, наверное, именно это изменило ее сильнее любых исследований. В конце концов, именно его последний урок оказался самым важным. Не знание, не инженерия, не великие открытия, а простая мысль. Каждый сам решает, кем стать. И если посмотреть на путь Сандроне от первой встречи с Аленом до сегодняшнего дня, становится понятно, что она этот выбор все-таки сделала. Из бездушной куклы она превратилась в человека. И именно поэтому ее история запоминается не из-за технологий или огромных механизмов. Она запоминается потому, что это история о поиске себя. О том, как даже искусственно созданное существо может научиться любить, терять, ошибаться, снова подниматься и в итоге найти собственный путь.